Всем привет! Я Андрей Машуков, канал Подхват Мото. Подписывайтесь, здесь честно о мотоциклах без воды. Сегодня не теория, сегодня 3 истории из моей жизни, реальные. И в каждой из них я понял одно и то же, но по-разному. В конце скажу, что это значит, когда выбираешь байк. История первая. Бали, серпантин, утро. Я в наклоне, середина поворота, и навстречу скутерист. Обгоняет машину прямо в повороте. Он не притормозил, не испугался. Просто пер, как будто меня там нет. В такие моменты времени думать не существует. Тело делает, что умеет. Я подтормаживал задним и доруливал одновременно, пока он не проехал мимо. Все. Разошлись. Потом я остановился. Руки немного тряслись, и я подумал, что именно только что сработало. Передний тормоз в наклоне я не трогал, потому что это low-side. Ты уже тратишь почти все сцепление на боковые силы в повороте. Добавишь тормоз спереди, и передняя просто сложится. Физика не договаривается. Этот урок я получил еще в 14 лет. Дед дал покататься на Иж-планете 5. Подъезжаю к дому. Грунтовка. Я жму передний тормоз. Итог предсказуемый. Перекопался тогда не слабо. Но урок запомнил на всю жизнь. Передний на грунте или в наклоне – это не тормоз, это катапульта. ABS работала, подхрустывала на заднем. Значит, я был на грани блокировки, и система не дала мне за нее выйти. Именно это спасло от low-side. Заднее не заблокировалось, не ушло в слайд, байк остался управляемым. Убери ABS, заднее блокируется, теряешь управление, low-side. Убери технику, паника, передний в наклоне, тоже low-side. Сработало вместе система и голова. ABS не дала заблокироваться, техника не дала схватить передний в наклоне. Вывод первый. ABS на байке – это не опция из каталога. Это разница между историей, которую ты сам рассказываешь, и историей, которую рассказывают о тебе. История вторая. Никакого Бали, обычное утро, зал, пробки. Взял байк жены. Honda CBR 250 RR SP QS. Красивая, острая, квикшифтер стоит, слипер есть, ABS есть, 3 режима езды, throttle by wire, серьезный байк, я на нем уже ездил, знаю его. Середина поворота, и рука по привычке открутила ручку. Каждое утро на своем Kawasaki ZX 25 RSE я так делаю. Рука просто привыкла. Байк слегка дрифтанул. На CBR 250 RR SP QS нет traction control. Ни в одной версии. На моем Kawasaki стоит KTRC. 3 режима. Система ловит пробуксовку за миллисекунды и обрезает тягу раньше, чем ты успеваешь это почувствовать. Я настолько к ней привык, что просто перестал думать об этом. А потом пересел на другой байк и вспомнил. Мне повезло, скорость была небольшая, резина держала. Но этот момент я запомнил лучше, чем любую лекцию по технике езды. Вывод второй. Traction Control – это не про скорость. Это про момент, когда рука делает то, что привыкла, а дорога думает иначе. Особенно при выходе из поворота газом. Особенно утром. История третья. Обгон которого лучше бы не было. Разгон с 30 до 80, возвращаюсь в свою полосу, и прямо передо мной чувак пересекает встречку, чтобы припарковаться. Увидел меня, встал, смотрит. Стоит посреди дороги и просто смотрит. Я начал тормозить. Не просто тормозить, жать так, как никогда в жизни не жал. Плавно нагружаю передок, масса уходит вперед, передняя покрышка вдавливается в асфальт, добавляю давление. Постепенно перехожу полностью на передний, задний отпускаю, он уже почти в воздухе. ABS подхрустывало только в самом конце, значит весь путь до этого я был чуть ниже предела и только в конце вышел на него. Зад начал подниматься, стоппи. Я отодвинул жопу назад, перенес вес, байк остался на 2 колесах. 5 сантиметров между моим передним колесом и его ногой. Он думал, что я дурак. Я думал, что он дурак. Так и разъехались. Michelin Power 6 – это двойной состав резины. Мягкие плечи для сцепления в наклоне. Твердый центр для стабильности при прямолинейном торможении. Michelin заявляет 10% прироста сцепления по сравнению с предыдущим поколением. В тот момент я почувствовал каждый из них лично. Вывод третий. Покрышки – это единственный контакт с дорогой. Буквально несколько квадратных сантиметров резины между тобой и асфальтом. Хорошая резина не заменит умение ездить, но без нее умение имеет предел. И этот предел ты найдешь в самый неподходящий момент. 3 истории. Один вывод. Когда тебя спрашивают, какой байк брать, не смотри на лошадиные силы первым, не смотри на внешний вид первым, посмотри на то, что стоит между тобой и дорогой. ABS – Traction Control.
слипер сцепления, резина. АБС не даст заднему заблокироваться при торможении. Traction Control поймает пробуксовку при выходе из поворота газом. Слипер защитит от хайсайда при агрессивном сбросе передач на входе в поворот. Резина – это то, на чем все это держится. Статистика American Insurance Institute for Highway Safety говорит, что байки с ABS на 37% реже попадают в смертельные аварии. Это не реклама производителя, это данные страховых компаний, которые умеют считать деньги. И у меня есть 3 истории, которые я рассказываю сам. Напишите в комментариях, был у вас такой момент, когда электроника спасла, или наоборот, пересели на байк без нее и удивились. Читаю все, всегда отвечаю. Подписывайтесь на Подхват Мото. Я Андрей Машуков. Езди умно. До встречи на дороге.